Кланы и слава – несложная, быстрая игра для 2-4 игроков, в которую с одинаковым интересом смогут играть люди разных возрастов. В ней мы будем играть за предводителей древних шотландских кланов, которые собираются в священном месте и пытаются усилить свой клан новыми жителями. Игра весело оформлена и столь же весело играется. Давайте посмотрим как. В игре 3 типа компонентов. Это фишки 4 цветов, поля собраний и карты жителей. Каждый игрок получает фишки своего цвета. В центре стола размещаются карты полей. Это то самое священное место, вокруг которого собираются местные жители. По краям располагаются поля с кострами, а в центре поля без костров. Центральных полей нужно столько, сколько игроков за столом. 3 игрока, 3 поля, 2 игрока, 2 поля и так далее. Вот на эти места случайным образом размещаются по одной карте жителей. На картах есть номинал и цвет. Состав карт на партию тоже меняется. Так, при игре втроем из колоды убираются все 8 и еще 4 случайные карты. Первый и второй игрок получают по 9 карт, а последний 8. На этом, в принципе, подготовка заканчивается, и вы готовы играть в игру «Кланы и слава». Правила игры максимально простые. В свой ход игрок должен выложить одну карту жителя, плюс он может добавить жетон своего цвета на каменный стол того поля, куда он только что разместил карту. Например, вот я выложил 3 и разместил сюда свой жетон. Следующий игрок может сделать вот так. Ну и, например, тоже разместить сюда свою фишку своего цвета. Карты размещаются по определенным правилам. Карту можно выложить только рядом с картой того же цвета, либо такого же номинала. Я положил 3 рядом с 3, мой сосед положил фиолетовую рядом с фиолетовой. Или напротив, карты того же номинала или цвета. То есть фиолетовую напротив фиолетовой. Вот эти 2 крайних места тоже считаются местами друг напротив друга, а места по углам считаются соседними. Бывают ситуации, когда вам просто некуда положить карту. В этом случае вы должны положить любую карту в любое место в перевернутом виде. Она не принесет вам очков, это минус, но может помешать другим заработать больше очков. Плюс вы все еще можете положить на это поле свой жетон. Выкладывать жетон можно поверх других жетонов, если они там есть, причем даже туда, где уже есть ваши собственные жетоны, например. Главное не перемешивать их и оставлять в том порядке, в каком они там оказывались. Как вы, наверное, уже догадались, по этим жетонам мы в конце игры будем разбирать себе в кланы карты жителей. Он наступает в тот момент, когда у последнего игрока заканчиваются карты. Сейчас я попробую просимулировать конец партии. В каждом поле собраний происходит подсчет очков. Вы берете стопку выложенных на это поле жетонов и переворачиваете ее наоборот, сохраняя порядок жетонов в этой стопке. Игрок, чей жетон лежит сверху, забирает все карты самого маленького номинала. Например, в данном случае на этом поле самый маленький номинал 3, сверху лежит жетон зеленого игрока, и он забирает себе карту вместе с этим жетоном. Одну карту 3, потому что она тут только одна. Далее берем следующий жетон. Его владелец забирает все карты, следующие по старшинству. В данном случае следующий по старшинству это 4. Черный игрок забирает себе 1 4. И так далее. Дальше у нас есть один зеленый жетон. Следующий по старшинству это 5, она 1. И зеленый забирает себе 5. Если жетоны кончились, а карты еще остались, они не достаются никому. И наоборот. Давайте попробуем проверить вот это поле. Здесь у нас сверху лежит белый, вернее, давайте сначала перевернем ее, да, сверху лежит черный. Он забирает себе обе 4. Дальше у нас лежит белый, он забирает себе обе 6.
Дальше у нас лежит зеленый, он забирает себе семерку. И белый, да, наоборот, я сказал, если карт больше нет, а жетоны остались, их владельцы ничего с этого поля не получают, потому что пустые карты не дают очков. Так вы разбираете карты с каждого поля, суммируете числа на полученных картах, и кто заработал больше, объявляется победителем. Вот такая быстрая и простая по правилам игра. При этом она очень забавная и не глупая. Мы попробовали ее в компании людей примерно одинакового возраста, но я уверен, что в нее хорошо смогут одновременно за столом играть люди разных поколений. Родители, дети, внуки, опытные настольщики и начинающие игроки. Это игра на ставки, но в ней вы реально можете повлиять на исход розыгрыша. Просто нужно вовремя сориентироваться и не прозевать выгодное место. Игра отлично развивает скилл планирования. Это одна из тех игр, которые мне нравятся. В них взаимодействие очень плотное и местами даже злое, но при этом совершенно безобидное. То есть вы как бы делаете плохо своему сопернику намеренно, но в большинстве случаев косвенно, и из-за этого вроде как нет смысла обижаться. Все это в сочетании с очень приятным оформлением, быстрой подготовкой, легкими правилами и коротким временем партии позволяет мне однозначно рекомендовать ее для приятных дружеских или семейных настольных посиделок. На этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.